İşlerimi halledip geleceğim. Bir şey mi oldu canım? Ne gibi bir şey? Şirkete gidecektin. Bu okul meselesi önemli. Sadece akademiyle kalmamışsınız. İşin mutfağında da tecrübeleriniz var. Neden rahatsız oldun? Belli sen sevmedin adamı. Ben bir hata yaptım Dilan. İnsan sevdiğinden vazgeçmemeli. Vazgeçeceksen bile öyle hemen kalbinden atamazsın. Bir gün her şey yeniden başlayacak diyeceksin. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Почему господин Баран Хулуси завидовал? Поймет ли Дилан, почему Бэрон ведет себя странно? Вмешается ли Баран в диалог между Геном Хулуси и Диланом? Мистер Хулуси присоединился к сериалу, чтобы разрушить отношения Дилана и Барана. Расскажет ли он, почему его беспокоит господин Баран Хулуси? Как отреагирует Баран на искренность Джейды с Геном Хулуси? Попытается ли Джейда разрушить отношения Дилана и Барана? Когда Тарик и Хаджер Ханем умрут, подумает ли он, что дело закрыто, и совершит ли ошибку? Услышит ли Акиф, что Хаджер Ханем и Тарик говорят об Агузе? Поделится ли Берфин своими проблемами с Диланом и попытается найти решение? Смогут ли Бэрон и Дилан разрешить кризис между Акифом и Берфином? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Баран немного завидовал Дилану, но если вы хотите, чтобы Дилан и Баран помогли, чтобы Хулуси даже не присоединилась к сериалу, чтобы творить зло, а отношения Акифа и Берфина не испортились, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь. Когда прибыл более приятный и ухоженный молодой человек, не такой, как ожидал Бэрон, Бэрон позавидовал Дилану. По этой причине он не хотел оставлять Дилана с собой наедине. Несмотря на то, что Бэрону следует пойти в компанию, он отказывается от этого из-за этой ситуации. Дилану трудно понять, что случилось с Бараном. Бэрон говорит, что учеба важнее, и это причина остаться. Дилану Хулуси будет интересно выйти на поле лучше подготовленным, когда он будет ждать. По этой причине они будут делать ему комплименты и захотят, чтобы он работал с ними. Бэрону будет немного неловко в этой ситуации, потому что Дилан не почувствует необходимости спрашивать Барана о чем-либо в своем диалоге напрямую с мистером Хулуси. Баран, который выглядит как образец субъекта, попытается проверить господина Хулуси, задавая чрезвычайно сложные вопросы. Но у господина Хулуси странная атмосфера, надеюсь, он не новый враг. Как раз тогда, когда все прошло хорошо и они вновь обрели покой, Карабеев больше не следует подвергать испытаниям. Я думаю, что целью Хулуси может быть создание нового хаоса между Диланом и Бараном и разрушение их отношений. Дилан понимает, что Баран недоволен, и спросит Барана, что его беспокоит. Баран скажет, что происходит что-то странное, и вообще не захочет говорить о своей ревности. Потому что Дилан это почувствует и начнет проверять Барана. Дилан будет наслаждаться тем, что ей завидуют и ценят ее так же, как и любой другой женщине. Джейда пообщается с господином Хулуси и попытается еще больше разозлить Барана. Баран уничтожит Джейду на глазах у всех из-за этой ненужной искренности. Чтобы не отставать от этого, Джейда будет настаивать на том, чтобы пригласить Хулуси остаться на ужин. Хулуси на самом деле может быть персонажем, который любил Дилана и влюбился в него. Джейда также поняла, что Баран завидовал Дилану Хулуси. Вот почему он попытается ухудшить отношения между ними. Джейда, возможно, один из персонажей, к которым Дилан будет относиться с добротой в этом сериале. Дилан и Бэрон настолько заботятся друг о друге, что будут держать все в меру и не допустят, чтобы между ними стало еще хуже. Когда Тарик приходит к Хаджер и сообщает ей, что Агус мертв, они оба выглядят очень счастливыми. Но они совершают большую ошибку. Нилай не оставит их позади. Кто перекрывает текущий кран? Конечно, Нилай попытается получить деньги от Граната, постоянно ему угрожая. У Барана были сомнения насчет Нилая, и поскольку он поделился этим с Акифом, он понял, что Акиф не выглядит очень подозрительным. Когда Акиф подслушивает разговор Тарика и Гэжи Хаджер, все становится на свои места.
Акиф и Баран не откажутся от этой работы. Рано или поздно они узнают, что Стрелка наняла Хаджер Ханем. Берфин, с другой стороны, немного откроется Дилану, пытаясь отказаться от ее отчаянной любви. Дилан посоветует ему, не вдаваясь в подробности, как любить и не отказываться от того, кого он любит. Сознание Берфина начнет меняться после разговора с ним. Он не будет чувствовать себя одиноким, потому что Дилан говорит ему, что он всегда с ним и что он может поделиться с ним всем. Хоть он и не будет подробно объяснять, что произошло, но немного об этом расскажет. Когда Дилан и Берон осознают, что между ними существует проблема, они не могут не принять меры. Потому что по их глазам будет видно, насколько влюбленными и любящими они выглядят. Они мобилизуются в защиту Барана, Дилана, Акифа и Берфина. Он расскажет Барану все, что знает о прошлом Акифа Берфина. И он получит большую поддержку от Барана. Итак, как вы думаете, Берфин и Акиф снова соберутся вместе и все ясно раскроют? Немет ли Дилан Хулуси мистера? Вызовет ли ревность Барана проблемы между ним и Диланом? Поймут ли Дилан и Берон, какова цель Джейды? Да, дорогие мои подписчики, буду рад, если вы поделитесь с нами своим мнением и мыслями по поводу этого эпизода в комментариях. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.